Привет, ребята. Веста у нас в ремонте. Вот в таком кузове. Вот с такой вмятиной. По словам владельца машины, всего лишь навсего задней точкой, пятой точкой прислонились. И вот такая вмятина. Что я сделал? Я пока поставил клей разогреваться, снял задний фонарь. Фонарь снимается, в принципе, легко. Крышечка пластмассовая вынимается. Фонарь крепится с помощью вот таких гаечек на 8. Откручивать, в принципе, легко. 2 открутил с помощью отвертки и головочки. 1 с помощью трещотки. И крепится вот здесь вот такой вот направляющей клипсой. Отсюда толкаем, и она вынимается. В принципе, так ничего сложного, просто клипса, фонарь на клипсе плотненько сидит. Что у нас здесь по доступу? Здесь вот в теории, сейчас камеру, фотоспышку включу, фонарик, короче. Здесь вот крыло сделано вот таким образом. То есть это как усиление, что ли, у них сделано. Тут наподобие как Prado 120, там 150, или как Lexus. То есть вот это все здесь закрыто. Здесь в теории можно отсюда вот сюда в крыло добираться. Но тут получается как бы дистанция длинная. Хватит ли крючкам места? Там я еще смотрю внутри крыла. Я не знаю, камера, наверное, света камере не хватит. Там, в общем, внутри стоит типа черного пенопласта, поддерживающая как раз вот примерно в этом месте крыло, чтобы оно внутрь не играло. То есть мало того, что у них двери все зашумлены, как будто в магазине виброизоляцию купили, на этой машине все позаклеили там сверху донизу. Здесь еще стоят всякие херовины внутри, чтобы крыло не проваливалось. Ну, в общем, это очередное чудо автомобиля российского производства. В общем, хочу клеем вклеиться, в ребра подденуть. Ну, а уже после этого надо будет крючками дорабатывать в любом случае. Ну и вот как туда все это пролезть, я пока еще сильно не вникал. Вот так вот. Феном подогрел. Ах. В общем, буду вклеивать салаты и грибки. Один сюда, один сюда. Одновременно. Вот так вклеил. Теперь надо момент поймать, чтобы клей остыл, но остыл не полностью. Потому что на Весте я еще клеем ни разу не работал. Ну, по крайней мере, что-то не припоминаю, чтобы я с Вестой клеем работал. Как вот у них тут ЛКП держится, я вообще в душе не знаю. И, в общем, надо будет, чтобы он как бы и теплый был. Лучше пусть он внутри
как бы типа сырой останется, но краска целая, чтобы на месте была. В общем, вроде бы пора. Ладно. Ну, вот такая ерунда получилась. Здесь не вклеивался. Ну, здесь шишак вылез. Здесь, в принципе, ничего не перетянул. Вклеивался сюда. Тоже ничего не перетянул. Но здесь шишку выдавило. Здесь вот еще. Короче, потянуло до самого угла. Ну, теперь надо попробовать крючком туда залезть. Если крючком залезу, то все будет предельно понятно. А если нет, то придется клеем работать. В общем, крючок туда запихал. Вроде бы-то работать можно, но он там как бы упереться особо не во что. Но я еще не пробовал добавку вставить на крючок. В общем, крючком я вот здесь чуть подправил. Да, видно, наверное, будет. Да, вот, чуть-чуть. Здесь осадил, здесь расправил и здесь расправил. Сейчас хочу сюда вклеиться делителем. И получается, как бы линия под наклоном идет. И ребро зацеплено. Вдобавок. Ну да, я сейчас хочу попробовать, чтобы ребро подняло и эту линию наклонную. Вообще, я вот сейчас смотрю. Здесь, не знаю, телефоном смогу показать. Нет, в общем, вмятина вот до сюда идет. То есть отсюда и до сюда. Вот столько утянуло. Вот эта вот фигня там с пенопласта или с поролона, с плотного, она где-то вот здесь стоит. Примерно. Вот в этом месте. То есть, блядь, если бы не она, тут, наверное, вообще бы все крыло внутрь упало. Вот такая шляпа. Поднял, я клеил сюда, подняла здесь. И, блядь, ой, извиняюсь, у меня других слов нету. Клеил вот такой делитель, синий. Это что-то из американской линейки, по-моему. Крючком чуть-чуть подработал перед этим. В общем, там неудобно, получается, им работать, там мовиль. В общем, он скользит, начинаешь что-то протягивать, он со стороны в сторону бегает из-за мовиля. И синий вот почти ребро вытащил. Вот надо крючком чуть-чуть добить. И не могу. Проскакивает, проскальзывает там. Сюда вот приклеил верхнюю часть. Вот он, все, почти встал. Пора дергать. Так, верхнее ребро почти вышло. Сейчас надо будет здесь осадить. И снова думать, либо клей, либо крючок. И здесь, соответственно, надо все подровнять. С этим ребром вроде бы разобрался. Дверь открыл, лампу туда поставил, потому что когда дверь закрыта, ручка дверная перекрывает свет. То есть, получается, в этом участке я работал теперь только крючком. Клей вообще выключил. В общем, все гораздо было бы быстрее, если бы не мовиль, который мне мешает работать моим инструментом. Может, у кого-то другой инструмент, может, он таких хлопот не доставляет людям. Но моим инструментом, которым я здесь могу работать, головная боль сплошная и куча нервов.
В общем, теперь начинаю вот этим участком заниматься. Ребро поставить, выше ребра подправить. Здесь я немножко уже осадил, но не полностью, потому что мне надо здесь поднять. В общем, вот так. Хотел показать, ребро подправляю сейчас, верхнее. Здесь вот получается, вот выдавило. Видно, да, телефон на телефоне? Вот должно быть видно. То есть, когда отсюда, ну, видно, что что-то лишнее. Сейчас фокус, машина белая. Видно, что что-то лишнее. А вот когда снизу вверх смотришь, конкретно видно, что лишнее. Вот так вот. Сейчас буду здесь выравнивать. Ложный объем мне это все показывает. Осадил. В двух направлениях получается, соответственно, вот так. Потом лампу ставил отсюда. Здесь осадил. Так, сейчас резкость. Вот здесь полоса была. Вот крючком еще не работал, и как бы сразу заметно, что повреждение вот здесь, вот сама яма, она стала гораздо меньше. То есть из-за того, что у меня здесь были надутости ненужные, здесь казалось большой ямой. Сейчас все выправил, ну как бы расправил. И да что с фокусом? В общем, яма стала гораздо меньше. Получается, совсем чуть-чуть надо в этом месте ребро поставить, доработать. И вот здесь получается теперь провал. Надо свет поменять сейчас. Свет сменю. Машина, всегда, когда машина серебристая или белая, проблемы с тем, что у меня телефон фокус теряет. Вот провалы, о которых я говорил. Вот их надо будет подработать. Но уже, по сути, маленько осталось. Но вот крайне неудобно. Я сейчас, получается, еще вдобавок, получается, сменил. То есть, вот если посмотреть, вон видно, ну, типа овального прорези во внутреннем крыле. Вот я сейчас через него работал, когда ребро ставил. Потому что отсюда, вот через эту вот здоровенную дыру, вообще, короче, неудобно. Вон там этот, сейчас вот видно, поролон этот или пенопласт. Хрень, короче, эту. Вон она коричневая, вся замаиленная. Вот, в общем, вот так. Вот видно сейчас. Здесь вот. Здесь вот косячок надо подобрать и здесь подобрать. И все уже, и расквитаюсь с этой тачкой. Нам еще Subaru надо делать. Купила мама коника. А коник без ноги. Какой же я коник. Это как раз про Весту, блядь. Она машина. Но ее с такой душой делали. И еще вдобавок о безопасности людей все прям очень подумали. В общем, сейчас лампу уберу, включим свет, посмотрим, что у нас там на свете. Со светом будет. И со светой. Итог. 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 Итог.
Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Спасибо, что глянули и зашли ко мне на каналчик. Всем всего доброго, пока. Шагрень на месте. Отработал клеевой системой, я ее показывал. Крючком дорабатывал вот таким большим, вот с такой насадкой. Керн и деревяха. Владелец остался очень доволен. Хочу заметить, что когда он ее покупал, менеджер по продажам в автосалоне его сразу предупредил: будете капот закрывать, руками не давите, иначе он будет у вас весь в вмятинах. Вот такая вот ласточка Веста. Всем счастливо.